Всем привет! Совсем недавно в интернете появились слухи, что долгожданная серия OnePlus 10 будет официально представлена в январе 2022 года. Изначально смартфон поступит для людей из Поднебесной, то есть в Китай, что действительно расстраивает. А вот позже серия будет выпущена на зарубежные рынки. Стоит отметить, что сейчас известны практически все технические характеристики смартфона OnePlus 10 Pro, а также, что немаловажно, внешний вид гаджета. Есть такой очень известный сетевой информатор ICE. Он много раз сообщал точную информацию о смартфонах и датчиках изображения компании Samsung. Также он первым показал точные изображения смартфонов с экранами-водопадами. То есть этому персонажу можно доверять. Так вот, он опубликовал первую фотографию прозрачного силиконового чехла для флагманского смартфона OnePlus 10 Pro. А это нам говорит о том, что производители чехлов уже вовсю готовятся к анонсу смартфона. Итак, OnePlus 10 Pro получился действительно очень сильным игроком на рынке смартфонов. Основные фишки его — это AMOLED-экран LTPO нового поколения диагональю 6,7 дюйма, однокристальная система Qualcomm Snapdragon 898, 12 гигабайт оперативной памяти LPDDR5 и 256 гигабайт своей флеш-памяти UFS 3.1, аккумулятор емкостью 5000 мАч, ну и, конечно же, основная камера под брендом Hasselblad и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум, поехали! Напоминаю, совсем недавно авторитетный инсайдер опубликовал первые рендеры флагманского смартфона OnePlus 10 Pro, которые демонстрируют его со всех сторон. Если мы посмотрим на них, то сразу бросается в глаза, что экран устройства получит крайне узкие рамки. Края дисплея будут немного заходить на боковые грани смартфона. В левом верхнем углу экрана мы видим маленький круглый вырез для, конечно же, фронтальной камеры. OnePlus 10 Pro в качестве интерфейсного разъема будет использовать USB Type-C, расположенный на нижней грани. А вот 3,5 мм разъема, к сожалению, для наушников здесь не будет. Для кого-то это плюс, для кого-то это минус. Также опубликованное совсем недавно первое живое фото фирменного чехла для смартфона с сетевым информатором ICE подтверждает, что OnePlus 10 Pro получит довольно оригинальный дизайн задней панели и блока камеры, которая включает 4 модуля. Одно из отверстий будет занято светодиодной вспышкой. Но самое главное, на что обращает внимание каждый пользователь, это, конечно же, цена. По предварительным данным, смартфон OnePlus 10 Pro в максимальной конфигурации будет стоить $1069. Давайте посмотрим конкурентов, которые сейчас есть на рынке. И так как всегда я захожу на e-каталог, благо тут есть очень хороший подбор по параметрам. $1069, это плюс-минус 78 тысяч рублей. И мы знаем, что в максимальной конфигурации OnePlus 10 Pro имеет 12 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт своей флеш-памяти. Пожалуйста, всего лишь 8 моделей. Это Samsung Galaxy S21 Ultra, Xiaomi Mi 11 Ultra, Asus ROG Phone 5, Sony Xperia 1 Mark III, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, ну и пошли старички. На мой взгляд, основной конкурент OnePlus 10 Pro это, конечно же, Xiaomi Mi 11 Ultra, который получился действительно очень неплохим смартфоном. Также вы можете сравнить цены всех продавцов. Не заходить в каждый магазин, а пожалуйста, e-каталог вам предоставляет все магазины в одном месте. И посмотреть, какой продавец вам предоставляет максимум скидки. И есть отзывы реальных покупателей, где вы можете для себя что-то отметить. А если у вас остались вопросы, задавайте их в обсуждении. Вам обязательно кто-то ответит. Ведь пользователей e-каталога большое количество людей. Ссылочка на e-каталог будет в описании под видео. Флагманский OnePlus 10 Pro должен получить топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 898. Она будет производиться с использованием 4-нанометрового техпроцесса компании Samsung. Но смартфон не станет первым на базе данной системы. За это звание будут бороться смартфоны Xiaomi и Motorola.
Мы получим трехкластерную архитектуру. Большое ядро Cortex-X2 работает на частоте 3.0, 3 ядра Cortex-A710 трудятся на частоте 2.5 и 4 малых ядра Cortex-A510 на частоте 1,79 ГГц. В однопоточном режиме в Geekbench система набрала около 1200 баллов, а при использовании всех ядер результат составил 3900 баллов. Платформа получит графический процессор Adreno 730, процессор обработки изображений Spectre 680. Ожидается, что при тестировании в AnTuTu процессор сумеет преодолеть барьер в 1 миллион баллов, установив рекорд в своем классе. Смартфон получит AMOLED-экран LTPO нового поколения диагональю 6,7 дюйма, разрешением 3216 на 1440 пикселей, который поддерживает частоту обновления изображения 120 Гц. Напоминаю, LTPO это прорыв, поскольку не требует дополнительных компонентов между контроллером дисплея и графическим процессором для обеспечения динамической частоты обновления. Эта технология разработанная компанией Apple, на которую компания владеет патентами. То есть мне очень много людей пишут в комментариях, что это технология компании Samsung. Нет. По предварительным данным, главная камера будет снова под брендом Hasselblad. Блок будет представлен основной камерой на 48 мегапикселей, сверхширокоугольным объективом 50 мегапикселей и телеобъективом с оптическим зумом 3.3x 8 мегапикселей. Фронтальная камера будет врезана в угол дисплея. Она получит датчик разрешением 32 мегапикселя. OnePlus 10 Pro будет иметь 8 и 12 гигабайт оперативной памяти LPDDR5. В режиме активной работы энергопотребление смартфона с новой памятью снижается примерно на 10%, а это очень даже неплохо. В режиме сна дела обстоят еще лучше, благодаря новому режиму глубокого сна, который гарантирует, что LPDDR5 потребляет на 40% меньше энергии в режиме ожидания по сравнению с LPDDR4X, что удивляет. Проще говоря, в спящем режиме ваш смартфон будет разряжаться медленнее почти в 2 раза, что является большим плюсом. Своей флеш-памяти будет 128 и 256 гигабайт UFS 3.1. Эта модификация добавляет энергонезависимый буфер NAND, нужный для увеличения скорости записи, и функцию, помогающую переводить накопитель в режим сна. Также накопитель может информировать другие комплектующие о тротлинге, что позволяет системе оптимизировать производительность при перегреве. Кроме того, OnePlus 10 Pro получит отличный аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 125 Вт. Эта технология сверхбыстрой зарядки заключается в разделении аккумулятора на две части и параллельной зарядки каждой половины отдельно. Применяются различные меры безопасности, чтобы избежать, конечно же, перегрева устройства. Также, что немаловажно, смартфон будет поддерживать NFC и соответствовать степени защиты IP68. Напоминаю, данный стандарт защиты включает абсолютную герметичность от попадания мелких частиц внутрь корпуса, а также исключает проникновение влаги под панель. Устройство с классом защиты можно использовать на глубине не более 1,5 метра до 30 минут, не опасаясь за его целостность. Ну что же, ребята, на мой взгляд, OnePlus 10 Pro действительно получится очень крутым смартфоном. Это будет прорыв, это будет действительно флагман бренд, который составит конкуренцию Samsung, Apple и так далее. Действительно, сейчас уже смартфоны из Поднебесной, можно сказать, находится в топ-10 гаджетов, что является большим плюсом. Ждем презентацию, ждем смартфонный обзор. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.